Надо сказать, что нынешнее поколение мальчиков и юношей довольно сильно отличается от своих сверстников, которые жили 30 лет назад. С одной стороны, ученые отмечают, что нынешнее поколение взрослеет гораздо быстрее, а с другой стороны, современным мальчикам гораздо в большей степени присущи инфантилизм и беспечность, чем предыдущим поколениям. В 60-е годы демографы отмечали, что для того, чтобы считать молодого человека взрослым, нужно, чтобы он прошел 5 определенных маркеров взросления. Он должен покинуть родительский дом, должен получить образование, устроиться на оплачиваемую работу, жениться и стать отцом. А в нынешнем поколении эти маркеры уже не таким существенным образом работают. Для сравнения, если в 60-е годы 65% мужчин соответствовали всем этим 5 критериям, то к 2000 годам лишь 31% мужчин, можно сказать, что выполняли программу по всем этим 5 пунктам. Поэтому сейчас говорят о том, что период подростковости и молодости, они довольно существенным образом удлинились. И можно сказать, что подростковый возраст начинается в 10 лет, а молодежный возраст заканчивается в 25, а в некоторых странах и в 35 лет. Например, в России, согласно определению молодежной политики, молодыми у нас считаются люди до 35 лет. Есть еще одна важная особенность нынешнего поколения. Современная молодежь во многом гораздо более взрослая, чем предыдущее поколение. Они более компетентные во многих вещах. Например, говорят сейчас о поколении Native Digitals, что подразумевает, что ребенок может управлять смартфоном буквально с пеленок. И многие подростки учат своих бабушек и дедушек, как обращаться со смартфонами, с какими-то другими девайсами, с техникой. И их знания о мире, о различных явлениях, уровень их информированности гораздо выше, чем в предыдущих поколениях. Важно отметить, что в целом меняется представление о том, что значит быть настоящим юношей, настоящим мальчиком, настоящим мужчиной. Если в предыдущем поколении мужчина неизбежно должен быть основным кормильцем, добытчиком в семье, принимать основные решения, то сейчас многие мужчины не стремятся брать на себя такую ответственность, выполнять все эти программы, состоящие из 5 критериев, или как минимум отодвигать ее куда-то на более далекое будущее. Поэтому исследователи говорят о том, что сейчас современной молодежи гораздо в большей степени присущи ценности гедонизма, индивидуализма, поиска свободы. И молодость для многих именно этот период, когда можно все попробовать, экспериментировать, получать от жизни удовольствие, но не стремиться сразу обзаводиться семьей и идти на оплачиваемую работу.